Хо-хо-хо. Ну что же, ребята, закрытие серверов начинают, релиз нового мультиплеера ожидают, а награды игрокам проекта подготавливают. Сегодня я вам это все подробнее расскажу. Ну что же, ребят, присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Итак, начнем с самого начала. В прошлый месяц в проекте перестал работать Toybox и вообще больше не зачислялись тикеты. После того, как это произошло, много кто писал это в чат, ну, официальный Poppy Playtime, но команда молчала. Позже Mob Entertainment выложила заявку, что требуется новый гейм-директор для мультиплеерной хоррор-игры. Так как эта заявка появилась где-то ближе к объявлению к концу проекта серверов, эту тему не особо так поднимали и обсуждали. Но 27 июля выходит новость, где разрабы пишут, что они всей командой приняли решение выключить сервера проекта где-то ближе к концу этого года. И еще они что-то готовят, и это что-то игрокам проекта понравится. И вообще проект это начало, и не гудбай, а пока. После этого онлайн в проекте поднялся на дня 2-3 примерно. А потом игроки начали делать теории по поводу новой мультиплеерной игры от Mob Entertainment. Игроки уже начали думать, что будет новый мультиплеер или ремейк проекта, а в итоге... Это что за Чучу Чарльз? Ну, в принципе, вы сами все увидели, и сейчас мы будем разбирать этот шедевр Mob Entertainment, в скобочках, конечно же. Итак, пройдемся по базе. В названии, скорее всего, дата. Игра скоро выйдет. Игра говно, всем пока. Я сейчас вам пересказал 90% видео по этой игре, а сейчас мы идем дальше. Здесь мы видим один трейлер и 5 скриншотов. Из трейлера мы особо ничего не понимаем, кроме того, что это Барри. А по скриншотам тут уже чутка немного интересней. Итак, на первом скриншоте дом Зака. На втором скриншоте то, что я хочу сделать, когда вижу эту игру. Тут, скорее всего, лаборатория после неудачного эксперимента. Тут хз, будка Ярнаби. А вот тут уже место, где игроки, скорее всего, будут приезжать на локацию. И да, не спешите, меня сразу закидывает с тапком за то, что я начал разбирать, так как инфы мало, и поэтому вообще нереально что-то сделать. И вообще, как оплачено, так и нахуй. И так, по описанию мы можем понять, что это мультиплеер. Не простой мультиплеер, а еще с голосовым чатом. Да, тиммейтам сказать, что они дебилы, можно будет теперь по голосовому чату. И, к сожалению, если без рофла, то на этом плюсы заканчиваются. Я не знаю зачем, но в игре еще будет поддержка разных языков. Интересно, зачем? Они в проекте одну кнопку не могут перевести, а тут прям несколько языков. Итак, дальше системные требования. Так, посмотрим. Ага, тут все понятно, ребят. Тут очень странно то, что они перешли с 4-го Unreal, но требования все равно какие-то огроменные просто. Ну, в принципе, это, как всегда, доказывает, что игра не оптимизированный кал. Итак, подведем итоги по этой игре. На скриншотах графика имба, но, к сожалению, это только, скорее всего, будет на скриншотах. В игре будет voice chat. И трейлер, либо же сама игра будет скоро, если взглянуть так на эту дату. Но судя по тому, что это скоро, там, скорее всего, будет трейлер, а потом уже релиз самой игры. Насчет релиза прям самой игры сразу я сомневаюсь, что это дата ее. Но все возможно. И прошу заметить, что не только я думаю, что эта игра зал. Так еще думают люди, которые сидят у меня в ТГ в чате. Ах да, по ссылке в описании вы тоже можете присоединиться и рассказать, что думаете про эту игру. Так что там с проектом? Итак, на сегодняшний день 09.08.2026, когда я сейчас записываю этот ролик, произошла такая штука, что я выхожу из катки, и у меня на полэкрана вылазит ошибка с тем, что нельзя подключиться к серверу. Я не дебил, сразу говорю, я перезашел в игру, и практически нифига не поменялось. Ну, из плюсов могу лишь сказать только то, что лобби все еще можно создавать и заходить в них. И да, как бы это сейчас смешно не было, но это самое лучшее, что сейчас будет в ролике. Итак, недавно Зак ответил на сообщение, будет ли награда для тех людей, которые заплатили за игровую косметику. На что Тайлер ответил, что они изучают способы поощрения для игроков проекта будущих их проектов.
Награда будет, скорее всего, для тех людей, которые заплатили именно за донатными коинами, ну, мне так кажется, за игровую косметику, так как я не знаю, как по-другому можно определить, что игрок, к примеру, не с помощью мода нафармил тикеты. И да, спасибо тем, кто посмотрел этот ролик, надеюсь, я вам поднял настроение, и не только настроение. Всем спасибо за просмотр. С вами был Димас, до скорых встреч. Да что ты, мать его, несешь? Это мой голос. Мой собственный голос. Я это говорю. Не чужой голос, а мой голос.